переночевав в отеле уже в современном Мардине, который вот виден там вдали, мы утром направились уже осматривать исторические достопримечательности Мардина. Оставили машину вот возле этой развалины. И первым, что нам попалось, это стало медресе Султана Исы, или еще его называют медресе Зенджирия. Оно было построено в конце 14 или в начале 15 века предпоследним правителем Мардина из династии Артукидов. Это были сельджуки. И его строительство было завершено в 1385 году, но потом еще достраивалось и перестраивалось. Но на самом деле это целый комплекс, состоящий из медресе, мечети, мавзолея основателя и других элементов, хотя мавзолея там это не основатель похоронен. Ранее в этом здании размещался музей Мардина. Основание комплекса оно хорошо задокументировано благодаря нескольким сохранившимся надписям на здании, в которых упоминается основатель Иса Артукид и дата 2 Мухаррам 787 года по хиджре, то есть 3 февраля 1385 года. Этот комплекс зданий построен прямо практически под крепостью. Над ним уже только склон, дальше скалы и крепость. Ну и я так подумала, почему бы туда и не залезть. И обойдя тут по дворам, попросив у одного дяденьки разрешения пройти через его двор, я спокойненько взобрался до забора, по крайней мере. Сама крепость, она сейчас оккупирована военными, там стоит локатор, он тот белый, купол у него видно. В общем, они наблюдают там за Сирией, скорее всего. Ну а так, в принципе, медресе является прекрасным образцом исламского зодчества. Погуляв еще немного по прохладным переходам медресе, мы отправились в одно очень красивое здание. Оно, конечно, более современное, но одно из тех, которое именно определяет весь шарм Мардина. По дороге мы снова обратили внимание на красивейшие переулки Мардина, красивейшие лестницы, замечательную резьбу по камню и зашли на базар, где немножко перекусили сладостями, выпили майрана и посмотрели торговые ряды, где сейчас в основном торгуют сувенирами, но место весьма живописное, фотогеничное, и там есть что и посмотреть, и что перекусить, и, в общем-то, что и прикупить. Здание, в которое мы направлялись, было построено армянским архитектором Лале с семьей Шатана в 1890 году и является одним из красивейших образцов гражданской архитектуры Мардина. Оно привлекает внимание своей богатой великолепной каменной кладкой и находится напротив мечети Шихидие. Здание использовалось как здание главпочтамта Мардина с 50-го года. Сегодня здание передано университету Артуклу и используется в качестве гостиницы для студенческой практики.
красивое место, но время не ждет, и мы отправились в еще одно удивительнейшее место рядом с Мардином. Нам надо было торопиться, так как буквально еще через час и уже началась бы страшная пробка, и мы не смогли бы проехать через город. А пока дороги свободные, мы с большим удовольствием ехали и осматривали те места, которые не успели увидеть вчера, когда ходили пешком. На улицах были только местные жители, туристов не было, дорога была свободна. И вот, выезжая уже из черты старого города, мы буквально на повороте резко затормозили и встали, чтобы насладиться великолепным видом Мардина. Перед нами предстал весь Мардин как на ладони, крепость наверху, сам город старый. Это прям такой вот, как говорится, сияющий град на холме. Удивительно красивое и сказочное место. Настоящая жемчужина Месопотамии. Недалеко от Мардина находится один из древнейших ассирийских монастырей – Дейр-ул-Зафаран, или Шафрановый монастырь, как его называют, из-за цвета песчаника, из которого он был построен, а также шафрана, произраставшего в большом количестве на склонах местных гор в те времена. Его возвели в 493 году на руинах языческого храма, посвященного ассирийскому богу солнца Шамашу. С 1160 года по 1932 год Дейр-ул-Зафаран был официальной резиденцией патриарха Сирийской православной церкви, а сегодня это один из его главнейших центров. И что интересно, в этом монастыре до сих пор службы ведутся на арамейском языке, то есть на языке Иисуса Христа. Снимать саму службу нам не разрешили, но звук нам записать удалось. При монастыре существует христианская школа коптов сирийских, и они учат детей арамейскому языку, молитвам на арамейском языке. Вот это настоятель этого монастыря, очень общительный и такой добродушный человек, монах. И вообще внутреннее убранство монастыря полностью как бы подошло моим представлениям о том, как должен выглядеть настоящий древний монастырь. В юго-восточной части монастыря Дейр-ул-Зафаран расположена крипта или дом святых. В ней были найдены захоронения многих святых патриархов и митрополитов, жизнь которых была связана с этим монастырем. До наших дней частично сохранилось несколько помещений языческого храма в подземной части монастыря. Их древние стены и потолок, выложенные из массивных каменных блоков, плотно подогнанных друг к другу, поражают прочностью своей конструкции. Ученые Анатолийского университета провели спектральный анализ камней языческого храма и выяснили, что он был построен более 3500 лет назад. Он внушает истинный трепет своей уникальностью. Мощные каменные блоки, идеально подогнанные каждый по своему месту и скрепленные без раствора, распределяют вертикальную нагрузку на боковые стены, а клиновидная форма этих камней не позволяет им обвалиться вовнутрь. Это похоже на арку, но только горизонтальную. Причем эта конструкция была изготовлена за 1000 лет до римлян, которые считаются отцами-основателями и изобретателями арочных конструкций. Эта конструкция намного сложнее обычной римской арки. Как видите сами, арок здесь тоже навалом. Чем люди, жившие в то время, с такой точностью обрабатывали огромные тяжеленные каменные блоки, и на чем и как они рассчитывали сложнейшую геометрию потолков этого архитектурного сооружения. А ведь на минуточку, это ведь середина бронзового века. А бронза, как известно, гораздо мягче, чем вот этот
мрамор и марморизованный известняк, из которого было построено это древнее подземелье. Чем рубили и пилили эти камни? Один их вид порождает такое количество вопросов, и эти вопросы задаются, но официальная история молчит, как рыба об лед. Слишком уж это расходится с их гладенькой теорией, на которой они защищали свои кандидатские и докторские диссертации на основе трудов историков-сказочников еще XVIII века. В общем, как и везде, настоящая и замалчиваемая история этих всех сооружений византийского периода оказалась спрятана глубоко в подвале. Место однозначно очень интересное, и его обязательно стоит посетить. Прикупив напоследок довольно-таки недешевого монастырского вина, мы двинулись в обратный путь, так как у нас еще оставалось одно место, которое нам очень хотелось посетить. Медресе Касымия – исламское образовательное, духовно-просветительское и мемориально-культовое сооружение конца 15 века. Медресе было построено племянником правителя государства Ак-Коинлу Узун Хасана Гасым Султана. Османский автор XIX века Абдус-Салям Эфенди пишет о его строительной политике. Правитель Ак-Коинлу после того, как захватил область, передал на управление сыну своего брата Гасым-Падишаху. Султан Гасым приказал восстановить город Мардин, все части которого помимо крепости пострадали от нашествия Тамерлана. Восстановить Мардин было нелегким делом. Падишах Гасым собирает людей из Тебриза, Азербайджана и других мест и привозит их в Мардин, чтобы восстановить мечети, хамамы, рынки и дома. Работы по реконструкции продолжались до тех пор, пока город не приобрел красивую структуру. Точно так же он восстановил много деревень и окрестных мечетей. Гасым Султан был похоронен в этом медресе вместе со своей сестрой. Здесь и находится его могила. Очень интересно, внутри каждого медресе есть такой специальный бассейн, который символизирует жизнь. Мгновенное рождение – это как источник сам, потом небольшой емкость с водой – это юность скоротечная, потом длинная идет канал с текущей водой – это жизнь, и только в конце жизни человек находит успокоение в бассейне, как бы со стоячей водой, уже умерев в вечности. Очень такая философская, наглядная вещь. И вот на такой высокой духовной ноте и закончился наш второй день пребывания в Мардине, это поистине жемчужине Месопотамии, древнем и очень красивом городе. А пока нас ждало продолжение нашего путешествия, и мы отправились вдаль по этой дороге в сторону Шанлы-Урфы, еще одной колыбели месопотамской цивилизации.